Всем привет, здравствуйте, меня зовут Илья, это канал Изучаем C++ вместе, и мы продолжаем с вами заниматься по новому нашему плейлисту, который называется «Грокаем алгоритмы». В этом плейлисте мы занимаемся с вами по книге такого автора, как Бхаргава Адитья, или Адитья, я не знаю, куда правильно поставить ударение, напишите, пожалуйста, в комментариях, куда правильно ставить ударение в этом имени. Вот, ну, когда-нибудь я точно начну произносить это все дело хорошо и правильно, но в любом случае занимаемся по этой книге «Грокаем алгоритмы». На прошлом с вами занятии было такое у нас лирическое вступление, мы прочитали, что нас ждет, поэтому если вы еще не смотрели предыдущий ролик, то по ссылочке в описании обязательно переходите и смотрите, а потом приходите сюда, потому что тогда вы, может быть, чего-то не поймете и чего-то не усвоите. Но в любом случае, сегодня нас с вами ждет бинарный поиск. Сегодня мы с вами узнаем, что такое бинарный поиск в принципе, узнаем более эффективный поиск, и в конце мы еще посмотрим, что такое логарифмы, и у нас будет с вами код. И у нас с вами будет код, но мы с вами договорились, что в этой книге автор предоставляет код на языке Python, соответственно. Ну, а у нас канал все-таки про C++ больше, поэтому мы попросим нейросеть перевести нам этот код в C++ и уже разобрать тоже по полочкам, и будем как бы сравнивать эти два кода, да, но в плане того, что сравнивать, я имею в виду, что там есть комментарии, нейросеть напишет нам комментарии, забегу я вперед, скажу, что она уже их написала, и все это отличненько работает, вот, и будем уже разбираться по коду в C++. Вот, ну и, соответственно, да, это у нас такой как бы пробный в этом плане ролик, да, что я всегда рад, когда вы пишете комментарии, и если видите, что лучше бы было сделать так, а не так, напишите об этом в комментах после уже просмотра этого ролика. Вот, ну а как обычно, всегда в начале я вам призываю и говорю вас всех, не забывайте в начале этого ролика ставить лайк и подписываться на канал, потому что напомню, что за последние 28 дней мой контент посмотрели 54,5% зрителей с подпиской. Это отличнейший результат для моего маленького канала, но наш с вами челлендж добиться 60%, поэтому прожимайте колокольчик, не забывайте подписываться и смотрите все ролики от начала до конца, у нас здесь очень интересно. Окей, погнали по теме. Бинарный поиск нас сегодня с вами ждет. Предположим, вы ищете фамилию человека в телефонной книге. Какая древняя технология? Она начинается с буквы К. Конечно, можно начать с самого начала и перелистывать страницы, пока не доберетесь до буквы К. Но, скорее всего, для ускорения поиска лучше раскрыть книгу на середине, ведь буква К должна находиться где-то ближе к середине телефонной книги. Или предположим, что вы ищете слово в словаре, и оно начинается с буквы О. И снова лучше начать с середины. Теперь допустим, что вы вводите свои данные при входе на Facebook. При этом Фейсбуку необходимо проверить, есть ли у вас учетная запись на сайте. Для этого ваше имя пользователя нужно найти в базе данных. Допустим, вы выбрали имя пользователя Кармагеддон. Facebook может начать с буквы А и проверять все подряд, но разумнее будет начать с середины. Перед нами типичная задача поиска. И во всех этих случаях для решения задачи можно применить один алгоритм – бинарный поиск. Для этого здесь и собрались. Бинарный поиск – это алгоритм на входе, он получает отсортированный список элементов. Позднее я объясню, почему он должен быть отсортирован. Если элемент, который вы ищете, присутствует в списке, то бинарный поиск возвращает эту позицию, в которой он был найден. В противном случае бинарный поиск возвращает null. Запомнили, что, во-первых, бинарный поиск – это алгоритм, как ни странно, а во-вторых, бинарный поиск – во-первых, применяем бинарный поиск только в контейнерах, которые уже отсортированы изначально от меньшего к большему, соответственно. И что еще важно, что если элемент, который вы ищете, присутствует в списке, то бинарный поиск возвращает ту позицию, в которой он был найден. Ну и если не был найден, возвращает null. Хорошо, есть у нас вот такие карикатуры, я не знаю, как мы будем их пытаться понимать. Просто смотрите, что нарисовано, да. Есть у нас компания Cramerica Industries, то есть в телефонной книге это запись номер 1440. И ищем компанию в телефонной книге с применением бинарного поиска. Vandalay Industries ничего. Ну то есть, я понял. То есть, если мы ищем компанию Cramerica, и она у нас есть, Cramerica, то нам возвращается значение 1440, да, то есть как бы запись номер 440. А если мы ищем какую-то другую штуку, и у нас его нет, то нам ничего не возвращается, нас возвращается null. Ну, как будто бы ок, поиск возвращает null. Но мы еще об этом поговорим.
когда будем код на C++ писать, что там возвращается и все в этом духе. Рассмотрим пример того, как работает бинарный поиск. Сыграем в простую игру, я загадал число от 1 до 100. Хорошо, давайте тоже загадаем какой-нибудь 90. Вы должны угадать мое число, используя как можно меньше попыток. При каждой попытке я буду давать один из 3 ответов: мало, много или угадал. Предположим, вы начинаете перебирать все варианты подряд: 1, 2, 3, 4. Вот как это будет выглядеть. 1 мало, 2 мало, 3 мало, 4 мало и до 90 в нашем случае будет мало. Да? Плохой способ угадать число. То есть пока мы 90 вариантов с вами не переберем, этого нам всегда будет мало. И мы как бы очень долго, очень много времени на это потратим. Хорошо. Это пример простого поиска. Запомнили, простой поиск — это от начала до конца, перебирая все возможные варианты, ну, от начала до конца, да. Окей, это пример простого поиска. Возможно, термин «тупой поиск» был бы уместнее. Соглы. При каждой догадке исключается только одно число. Если я загадал число 99, а мы загадали 90, да, то для того, чтобы добраться до него, потребуется 99 попыток. Поэтому это плохой поиск. Окей, более быстрый поиск. Существует другой, более эффективный способ. Начнем с 50. У нас спрашивают 50, мы говорим мало, потому что мы загадали с вами 90. Слишком мало, но вы только что исключили половину чисел. Понимаете, да, что если мы условились на том, что у вас есть 3 ответа: мало, много или угадал, то, называя цифру 50, мы отсекаем 50 значений, идущих до 90. Окей, отлично, слишком мало. Так, ну вот, теперь вы знаете, что все числа от 1 до 50 меньше загаданного. Следующая попытка 75. В нашем случае, опять же, мало, потому что мы загадали с вами 90, но мы отсекли, то есть ищущий отсек еще 25 значений. На этот раз перелет. А он какое слово? Он вообще что загадал-то? На этот раз перелет, но вы снова исключили половину оставшихся чисел. С бинарным поиском вы каждый раз загадываете число в середине диапазона и исключаете половину оставшихся чисел. Догадываемся, да? То есть, ну, как бы понимаем, что бинарный поиск работает так, что он всегда указывает как бы на середину нашего списка, ну или там чисел, да, наших, и отсекает, и всегда отсекает половинку, да? Окей. Как бы как-то так. С бинарным поиском вы каждый раз загадываете число в середине диапазона и исключаете половину оставшихся чисел. Следующим будет число 63 посередине между 50 и 75. Говорят много, мы говорим 57, и там где-то мы угадали. Ну, то есть до нашего 90, если мы говорим про наш 90, то условный там 75, когда мы загадали, 75 было бы мало, мы бы брали еще середину от 75 до 100, это было бы у нас сколько там, ну, 85, да? Мы брали бы 85, мы бы говорили мало, от 85 до 100 мы бы брали там 90 там, с лишним, мы бы сказали много, и дошли бы до 90. Окей, думаю, пока здесь все хорошо и понятненько. Так работает бинарный поиск. А вы только что узнали свой первый алгоритм. Хорошо? Хорошо. Попробуйте поточнее определить, сколько чисел будет исключаться каждый раз. Попробуем поточнее определить, сколько чисел будет исключаться каждый раз. Например, у нас есть 100 элементов, потом 50, потом 25, потом 13, потом 7, потом 14, 4, потом 2, потом 1. 7 шагов. При бинарном поиске каждый раз исключается половина чисел. Запомнили? Навсегда запомнили? При бинарном поиске каждый раз исключается половина чисел. Какое бы число я ни задумал, мы гарантированно сможем угадать его не более чем за 7 попыток. Не более чем за 7 попыток. Ага. Потому что с каждой попыткой исключается половина оставшихся чисел. Предположим, вы ищете в словаре слово в словаре с 240 тысячами словами. Как вы думаете, сколько попыток вам понадобится в худшем случае? Ну, худший случай, соответственно, это 239 999 шагов, да? Если мы ищем самую последнюю фамилию. А бинарный поиск, это получается, если я все правильно понял, то мы должны поделить сейчас все это 240 на, предположим, на половину. Что нам тут, калькулятор понадобится? 240 тысяч раз получается, да? Потом 2, потом 3, потом 4, потом 5, потом 6, потом 7, потом 8. А, кстати, потом 9, потом 10, потом 11, потом 12, потом 13, потом 14, потом 15. 16, 17, 17. Вот так это делается, да, до единички. Вот почему у него... Я просто увидел боковым зрением 18 шагов и подумал, как он там это сделал. Вот так это работает. То есть всегда в нашем бинарном поиске, какое бы число мы ни взяли, количество шагов будет ровно столько, сколько мы делим это дело на 2, и вот доходим до единички, да. То есть в случае наших 240 тысяч слов
нам нужно будет с вами 18 шагов, чтобы найти наше искомое значение. Причем неважно, какое оно будет, единичка или еще что-то, да. Ну, то есть не всегда будет как бы 18 шагов. Эй. Ну, ладно, окей, поехали пока дальше, с единичкой понятно. При простом поиске может потребоваться 240 тысяч попыток. Ну даже без единички, да, то есть всегда 240 тысяч. Сколько есть слов, столько и попыток, не -1. Окей. Если искомое слово находится на самой последней позиции в книге, ну да, если оно последнее, окей. С каждым шагом бинарного поиска количество слов сокращается вдвое, пока не останется только одно слово. Ну, то есть это, я так понимаю, всегда, что ли, 18 шагов? Или нет? Окей, пока как бы до единички-то понятно. А в любом случае будет 18 шагов, какое бы мы число ни искали. Наверное, как будто бы звучит, как будто бы да? Итак, бинарный поиск потребует 18 шагов. Заметная разница. В общем случае, если списка из n элементов, вот, кстати, сейчас нам расскажут, из n элементов бинарный поиск выполняется за логарифм 2n шагов, я, кстати, без понятия, как это правильно читать, тогда как простой поиск будет выполнен за n шагов. Окей, ужаснейшее слово нас сейчас ждет, логарифмы. У всех должно сейчас передернуть немного. Окей, возможно, вы уже забыли, что такое логарифмы. Да, бывает такое, но наверняка помните, что такое возведение в степень. Логарифм 100 по 10, да, по сути означает, сколько раз нужно перемножить 10, чтобы получить 100. Ага, то есть правильный ответ 10. Да? Еще раз. Логарифм 100 по 10. Как правильно это читать? Надо как-то мне разобраться с этим. Я не помню, как правильно это читается. По сути, означает, сколько раз нужно перемножить 10, чтобы получить 100. Нам нужно 10 раз. Да, правильный ответ. Сколько нужно... перемножить 10. Все, поняли, да? То есть, сколько раз нужно перемножить 10, чтобы получить 100. Нам нужно 2 раза 10 умножить на 10, будет у нас с вами 100. Поэтому правильный ответ двоечка, да? То есть, итак, логарифм 100 по 10, по-моему, как-то так это говорится, равно 2. Все, запомнили? Запомнили? Надеюсь, запомнили. Логарифм по смыслу противоположен возведению в степень. То есть, 10 в квадрате у нас 100, то есть логарифм 100 по 10 двоечка, да? Логарифм, то есть 10 в третьей степени у нас 1000, логарифм 1000 по 10 это троечка, потому что нам нужно десяточку умножить 3 раза саму на себя. То есть 10 на 10 100, 100 на 10 1000. Окей, логарифм 1000 по 10 это троечка. Хорошо, 2 в третьей степени это 8, то есть у нас логарифм восьмерки по двойке, по степени двойки, как-то тогда, да? Логарифм 8 по степени двойки, что-то вот такое в универе было, не помню. Получается тройка. Хорошо. Соответственно, 2 в четвертой равняется 16, но логарифм, то есть логарифм 16 по двойке, это у нас четверка, то есть четверку нужно умножить, то есть двойку нужно 4 раза умножить на саму себя, чтобы получить 16. Хорошо, мне кажется, если здесь потренироваться, можно прям нормально так вспомнить все это дело. И 2 в пятой у нас есть 32, то есть логарифм 32 по степени 2 будет у нас 5. Потому что 2 в степени 5 – 32. Хорошо, логарифм – операция обратное возведению в степень. Запомнили, логарифм – это операция обратное возведению в степень. Хорошо. Когда я в этой книге упоминаю О большое, об этом чуть позднее, логарифм всегда обозначает логарифм по степени 2. Вот это надо запомнить. Я по-любому забуду, вы запомните. Когда в этой книге нам автор говорит про О большое, логарифм всегда означает логарифм по степени 2. Угу. Хорошо. Когда вы ищете элемент с применением простого поиска, в худшем случае вам придется проверить каждый элемент. Итак, для списка из 8 чисел понадобится не больше 8 проверок. Для бинарного поиска в худшем случае потребуется не более логарифм n проверок. Для списка из 8 элементов логарифм 8 равен 3. Потому что 2 в третьей степени у нас это восьмерка. Осознали? Как будто бы ок, да? Итак, для списка из 8 чисел вам придется проверить не более 3 чисел. Для списка их из 1024 элементов логарифм 1024 равняется 10, потому что 2 в 10 это
1024. Окей. Как будто бы ок. Следовательно, для списка из 1024 чисел придется проверить не более 10 чисел. Хорошо. Но это нужно еще повторять и закреплять, потому что сходу вроде бы понятно, но всегда нужно это дело проверять и создавать. Хорошо, примечание. Бинарный поиск работает только в том случае, если список отсортирован. Например, имена в телефонной книге хранятся в алфавитном порядке, и вы можете воспользоваться бинарным поиском. А что произойдет, если имена не будут отсортированы? Ну, я думаю, что всем понятно, что произойдет, что у нас просто не работает. Да? Список, если у нас 0 не в начале, а здесь 1000, в середине там списка у нас 0, а дальше у нас 2000, и мы говорим 500, то как бы у нас вот это вот наш бинарный поиск нарушается, да, что список должен быть отсортирован, потому что мы не сможем там отсечь какую-то часть. Хорошо, с этим понятно. Посмотрим, как написать реализацию бинарного поиска на Python, но у нас будет написано на C++. В следующем примере кода используется массив. Если вы не знаете, как работают массивы, не беспокойтесь, эта тема рассматривается... Так, одну секундочку. Так, как говорится, 1000 или, как говорится, 10, логарифм 10 тысяч в степени 2 извинений, да? Да вы поняли. В общем, 1000 извинений, да, пришлось отойти, но, слава богу, есть пауза. Так вот, посмотрим, как написать реализацию бинарного поиска на Python. Мы посмотрим, как на Python написано, и потом все это еще в C++ переведем. В следующем примере кода используется массив. Если вы не знаете, как работают массивы, не беспокойтесь, эта тема рассматривается в следующей главе. Пока достаточно знать, что серию элементов можно сохранять в непрерываемой последовательности ячеек, которая называется массивом. Нумерация ячеек начинается с нуля. Первая ячейка находится в позиции с номером 0, вторая в позиции с номером 1 и так далее. Функция binary search, так, а у нас она здесь уже, она вот здесь, вот есть этот пример кода. Давайте мы сейчас просто это дело сначала прочтем, потом посмотрим на код, и потом вот это вот, потом C++ код ставим. Вот здесь нам нужно еще понять, как правильно нам с вами работать, поэтому обратная связь в комментариях обязательно потом напишите, как оно и все вот это вот. Пока что давайте просто все прочтем, а потом будем разбираться. Функция binary search получает отсортированный массив и значение. Если значение присутствует в массиве, то функция возвращает его позицию. При этом мы должны следить за тем, в какой части массива проводится поиск. То есть у нас есть переменная low, есть переменная high, и вот у нас low-high, да, есть граница массива наша, соответственно, начало и конец нашего массива. Числа, по которым проводится поиск. Каждый раз алгоритм проверяет средний элемент. Так, ну вообще, наверное, давайте сделаем как. Смотрите, есть пайтоновский вот этот вот код, он написан на языке программирования Python, но, как я уже много раз рассказывал вам, есть чудеснейшая нейросеть, да, вот я здесь ей давал запрос, что перепиши код с Python на C++ с подробными комментариями. Вот у нас есть такой код теперь на C++. Конечно, мы могли бы сами с вами написать это все и прям вот, с начала до конца все это делать, но мы с вами ограничены по времени, поэтому я решил, что лучше пусть за нас вот эту вот, как говорится, работку делает нейросеть, а мы с вами уже будем это все дело рассматривать. И главное, чтобы мы поняли, как это работает. Наша самая основная задача понять, как это дело работает. Так, все, вот теперь я точно осознал, как нам нужно это сделать. Давайте, смотрите, для начала, как мы всегда это делаем, еще раз пройдемся по коду от начала до конца, с верхних строчек до нижних, и рассмотрим, что у нас здесь с вами в коде. То есть на первой строке мы подключаем заголовочный файл EOStream, чтобы работать с объектами sin, cout, но у нас в данном случае только cout, и поэтому окей. Далее у нас include вектор, который разрешает нам работать с объектами класса вектор, и все в этом духе. Да? Дальше наша функция binary search принимает вектор и элемент, который нужно найти. То есть интовый binary search, наша функция возвращает значение интовое, будет возвращать, да, и, соответственно, аргументами оно принимает наш вектор, интовый также, да, и какой-то элемент, который мы будем искать. Далее, я просто думал, как я уже несколько раз это пытаюсь записать, видимо, все-таки придется монтировать, да, но чтобы это было как бы более понятно, да, и более просто. Далее, что мы делаем? Давайте сразу же просто перейдем в режим отладки и будем с вами уже смотреть в отладчике, потому что в отладчике понять проще.
Смотрите, когда мы с вами инициализировали вектор на этой строке кода, да, на 40-й мы инициализировали объект класса вектор, ну то есть создали объект класса вектор при помощи списка инициализации, инициализировали его какими-то значениями, и мы с вами знаем, что у нас там 1, 2, 3, 4, 5 значений, да? Окей, мы его инициализировали, далее на 42-й строке кода мы хотим использовать нашу функцию binResearch и найти тройку. Нам нужно найти с вами вот в этом нашем векторе тройку. Хорошо, мы переходим с вами в нашу функцию. Что здесь у нас с вами происходит? Мы с вами заводим две переменные, интовый low и интовый high. Соответственно, присваиваем в low наш 0, потому что, как я уже говорил, это начало нашего вектора. В любых массивах векторов вся индексация всегда с нуля, нулевая ячейка, поэтому 0. И еще одна переменная high, которая будет хранить в себе значение, которое нам вернет наша функция член size из объекта класса вектор, да, функция член size, которая вернет нам, соответственно, если у нас было 1, 2, 3, 4, 5 значений, то она вернет нам четверку. Вот здесь вот мы с вами в отладчике видим, да, что наш high действительно стала четверкой, потому что, как я уже говорил, функция size возвращает размер нашего вектора, но мы минусуем это минус единичку, потому что все индексы в любом векторе и массиве начинаются с нуля. Я надеюсь, здесь понятно. Я просто думал, как это дело объяснить, чтобы было хоть как-то адекватно. Вроде бы получается. Вот, что у нас далее? Далее на 12 строке кода у нас с вами цикл while, который говорит о том, что буду выполняться, пока условия в моих скобочках истина. Что мы с вами имеем? Мы имеем, что после 12 шага у нас с вами low переменная нулем инициализирована, high у нас 4. Истина? Истина, да? Low меньше либо равно high, все правильно. Окей, заходим в цикл. Здесь у нас будет еще с вами две переменные. Одна переменная mid, которую мы уже с вами договорились и прочитали и усвоили, что как работает бинарный поиск, это постоянное деление напополам, чего бы то ни было пополам, да. Поэтому мы с вами берем и в нашу переменную mid, она сейчас инициализирована всяким этим, проходим шаг, с вами нашу переменную mid присваиваем следующее значение. Мы берем наш low и наш high, складываем между собой, мы складываем еще раз, да, не значения, которые там лежат, не 1 плюс 9, предположим, да, а мы складываем с вами именно ячейки, то есть нулевая ячейка прибавляется к четвертой ячейке, то есть количеству, да, и делится на 2. И мы получаем, что наш mid, наша середина, это вторая ячейка. И мы попадаем с вами во вторую ячейку. А как мы туда попадаем? Мы в наш массив, то есть у нас есть еще одна переменная guess, но она сейчас там инициализирована дрянью всякой, вот шажочек еще сделаем. Мы заводим с вами еще одну переменную интовую guess, или guess, или не знаю, как это правильно вообще сказать. Угадать. Скажи. Yes. Guess. Мы с вами заводим еще одну переменную guess, которую мы присваиваем с вами значение из нашего вектора во второй ячейке. Окей? Понятно? То есть мы сейчас с вами взяли сюда, присвоили 0, 1, 2. Мы присвоили туда пятерку. Мы присвоили сюда пятерку и проверяем, действительно, наш guess стал равен пятерке. Потому что, мы вот обратились по индексу двоечки, наш mid был двоечка, присвоили сюда пятерочку, и теперь у нас с вами условия. Мы проверяем с вами условия. Нашли ли мы этот элемент, то есть равен ли наш guess нашему айтему, а мы помним, что item, мы вот здесь вот его передавали как троечку, мы ищем-то троечку, да, не забыли вообще, что мы здесь делаем? Мы ищем троечку, поэтому сравниваем, пятерка равна троечке? Не равно, значит мы идем дальше. Идем дальше, смотрим, пятерочка больше троечки? Действительно, это правда. Что мы должны сделать в этом случае? Мы должны присвоить в наше значение high новое значение, которое будет mid минус единичка. Здесь, я думаю, все понятно. Да, мы берем мидовое наше значение, которое было, которое мы нашли, и вычитаем из него единичку, потому что мы знаем, что у нас в массивах всегда все, то есть 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ячейки всегда, надеюсь, вы поняли мысль, что они всегда 0, 1, 2, 3, 4, 5, да? То есть мы вычитаем здесь единичку только потому, что в массиве так можно, да, или там в векторах, или еще что-то. Окей, сделали это дело, теперь наш high будет равен единичке. Хорошо, high равен единичке, поехали, еще раз проверяем. High равен единичке, low равен нулю, все правильно, да, действительно, единичка меньше, в смысле больше, чем нолик. Едем дальше.
Опять же, мы проводим ту же самую операцию. И в наш mid теперь запишется значение 0. Почему значение 0? Потому что low у нас был нулем, high у нас была единичка, то есть здесь 1 разделить на 2, так как это, деление, скажем так, без всяких остатков, и все это интовое, и все вот это вот, мы записываем, у нас получается 0. То есть если мы число меньшее делим на большее, получается 0. Хорошо. Что мы делаем далее? Мы смотрим, что у нас получается наш mid. Мы присваиваем наш guess, значение из нулевого индекса. Мы идем и смотрим, в нулевом индексе у нас единичка лежит. У нас лежит единичка, хорошо. Мы идем и присваиваем наш guess, нашу единичку. Замечательно. Далее, у нас с вами, опять же, проверка. Guess наш равен нашему айтему. Опять не равно. Ну что ж такое? Guess больше, чем айтем? Нет, даже здесь не так. И здесь мы попадаем уже не в if, а в else. И понимаем, что нам нужно прибавить наш low. И мы прибавляем к нашему low, соответственно, да, то есть присваиваем в наш low значение mid плюс единичка. Mid у нас был нулем, единичку мы присваиваем по тому же правилу, что мы в массиве находимся, а здесь все плюс-минус 1, ну то есть значение, да, друг от друга на минус, ну в смысле ячеечки 1, 2, 3, 4, 5. Я думаю, это понятно, я просто не могу это как-то грамотно сказать, но я думаю, вы понимаете, о чем я. Окей, опять проверяем наши значения. У нас low единичка, high у нас единичка, ну как бы равно же, равно, все, значение как бы работаем в цикле, не выходим из цикла, все пока что ок. Идем дальше, смотрим, теперь наш mid равен единичке, потому что у нас low была единичка, high у нас была единичка, а low плюс high 1 плюс 1, 2 делить на 2 у нас будет единичка. И теперь мы в наш guess записываем значение из нашего вектора с индексом 1. Смотрим на наш вектор. Действительно, в индексе 1 у нас лежит троечка. Смотрим на наш guess. Он действительно равен троечке. Все прекрасно. Смотрим. Guess и item равны 3. Опа, прикольно, нашли. Идем дальше и заходим в этот if, так как наше условие верно. И оно действительно, оно true. И мы здесь возвращаем наш mid. Мы возвращаем нашу позицию, получается, да? Выходим из цикла и, соответственно, здесь binary search, binary search returned 1. То есть он нам вернул первую позицию. И мы видим сейчас еще пока не видим. Я отменил, что ли? Вот, блин. Сейчас еще раз добежим до туда. Давай. Вот. Я теперь мимо пробежал. Так, сейчас вернемся еще раз. Давайте сразу вот здесь вот точку останову поставим. Будем получать удовольствие. Тик-тик-тик-тик-тик. Тик-тик-тик. Нет, придется еще раз пробежать. Ну, сейчас пробежимся буквальненько. Вот. Смотрим, да, binary search return нам единичку, и получается, что 0, 1, действительно троечка лежит там. То есть нас никто не обманул, binary search отработал правильно, он вернул на первую позицию, и все по кайфу. Далее, по аналогии, мы ищем минус единицу, которой у нас, в принципе, нет. То есть мы заходим, опять же, в нашу функцию, здесь мы все это дело инициализируем, смотрим, так ли оно, вот это вот. Здесь мы все это проходим, смотрим, ага, наш guess равен 5, а item минус 5. Что-то не так, да, начинаем все это дело уменьшать. Ну и, соответственно, здесь это все то же самое, что мы проговорили, тоже, будет. И мы не найдем здесь ничего, и поэтому мы возвращаем минус 1, потому что мы ничего не нашли. Хотя, можно было там придумать еще какую-то проверку и написать такого значения нет нет такого значения в нашей коллекции, да, окей. И все, и мы здесь прошли, и вот нам на консоли тоже минус 1 это выводится, и все как бы ок. И здесь у нас, получается, все работает, все замечательно, все прекрасно. Вот, я понимаю, что, возможно, было немножко сложно, и все-таки мне придется здесь немножко что-то подрезать, потому что я много тупил, много делал, но это у нас такое первое вводное. Вот это вот, скорее всего, что мы в следующие разы с вами, когда будем рассматривать другие алгоритмы, то есть я вот так вот их сначала разберу, то есть сначала там теорию, да, прочитали, потом дошли до кода, я код поставлю на паузу, разберу код, и мы вот так вот латчики будем тыкаться и смотреть, и понимать, что куда заходит, чтобы мы здесь с вами для того, чтобы научиться понимать алгоритмы, да, что-то темно так стало, ну да ладно. Вот, поэтому
Поэтому вот такая вот история со всем этим вот. Что хочу вам сказать, да, дальше у нас есть два упражнения. Два упражнения, они звучат следующим образом. Имеется отсортированный список из 120 имен, и вы ищете в нем значение методом бинарного поиска. Какое максимальное количество проверок для этого может потребоваться? Это первое упражнение. И второе, предположим, размер списка увеличится вдвое. Как изменится максимальное количество проверок? Это вам будет домашним заданием, или пишите в комментариях ответы. Я в следующем ролике отвечу вам на эти вопросы, и будет как бы в следующем ролике ответ на эти вопросы. Да, думаю, так будет забавненько у нас с вами все это делаться. Вот, на следующем занятии мы с вами рассмотрим время выполнения, что это такое, и вот все про это вот дело почитаем, тоже будет, скорее всего, много теорий. Соответственно, что хочу сказать. Во-первых, не бейте сильно, потому что пока непонятно, как это дело вот так вот преподносить, но в любом случае я всегда рад, если вы в секциях с комментариями будете писать, как бы мы могли это дело улучшить и все это, чтобы вот было компактнее. Да, понятно, что я не могу там разбирать это, ну, прям все дословно и как-то вам это выводить, ну, знаете, там, сегодня мы пишем бинарный поиск на C++. Нет, у меня просто времени столько нет, поэтому вот в таком формате я это все и делаю. Но, в принципе, мне кажется, было ок. Единственное, что я поздно понял, что нужно было по отладчику пройтись, и сразу становится все понятно, но будем это дело применять. Вот, что касается еще небольших таких, хотел бы как бы поговорить с вами еще перед тем, как мы закончим. Вот те новые люди, которые пришли на грокать алгоритмы, да, они изучают с нами C++, здесь тоже небольшой моментик для вас. Вот там наверху, в конце каждого ролика есть две плашечки, которые одна вот с той стороны показывает на новый ролик в этом плейлисте. То есть вам не нужно будет переходить на канал или еще что-то как-то искать. Всегда новый ролик в этом плейлисте будет вот с той стороны. А здесь будет просто новый ролик какой-то на канале, независимо от того, в каком плейлисте он выходит. Это раз. Во-вторых, если вы все-таки потеряетесь, если вы все-таки не сможете что-то найти, я вам просто небольшую экскурсию хочу провести, что вы заходите на канал, да, и вот здесь на главной странице канала есть несколько таких вот, ну вот как бы тем, да, которые есть, все видео, которые выходят, есть отдельно грокаем алгоритмы, я их вот сюда вот вынес, потому что что-то популярное, что-то вы смотрите, как-то это слишком популярно все делать для меня, ну и ниже есть тоже плейлисты, и они всегда, все плейлисты начинаются сначала, то есть вот этот ролик, когда выйдет, здесь все равно первым начнется он, то есть вы можете сюда зайти, ну, в смысле, начнется первое, да, и здесь смотреть уже внутри плейлиста, чтобы не сбиваться и как-то не переключаться на другие ролики, чтобы внутри плейлиста все смотреть. Это просто такие маленькие организационные моменты, чтобы вы, новые зрители, которые приходят именно на грокать алгоритмы, вы смотрели все вот это вот. Но в любом случае, я вам предлагаю еще и ознакомиться с C++. Если вы вдруг... кстати, как вы смотрели этот ролик на Python, если мы на плюсах все разбирали? Это забавно. Ну ладно. В любом случае, господа, самое время поставить лайк и подписаться на канал, потому что напомню, что за последние 28 дней мой контент посмотрели 54,5 почти, да, процентов зрителей с подпиской. Огромнейшее спасибо, отличнейший результат. Наш челлендж с вами сделать 60%. Соответственно, меня зовут Илья, это канал «Изучаем C++ вместе». Это наш новый плейлист, в котором мы грокаем алгоритмы по книге Бхаргава Адитья, или Адитья, или Адитья. Не знаю, куда ставить ударение, подскажите, пожалуйста. Вот, соответственно, в следующем ролике рассказал, что мы с вами будем делать. В этом ролике все рассмотрели. Пишите, что не так, что как, а что вот это вот. Будем как-то это дело тоже корректировать, чтобы было всем комфортненько и удобненько. Соответственно, все. Всем спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующих роликах. И грокаем, грокаем и грокаем. Всем пока.